Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Совсем скоро Новый год, поэтому я решила вам показать, как можно связать крючком маленьких Дед Мороза и Снегурочку. Эти игрушки можно использовать в качестве новогоднего украшения на елку или под нее, или как символический подарок на зимний праздник. Рост их примерно 12 сантиметров. Вяжутся очень просто, никаких сложностей не должно возникнуть. Дед Мороз и Снегурочка вяжутся совершенно одинаково по одной схеме, причем тело и колпак – это одна деталь. Различаются они цветом одежды. У Деда Мороза одежда и колпак красного цвета, а у Снегурочки – голубого. А также тем, что у Деда Мороза борода и красный нос, а у Снегурочки светлые волосы и розовый маленький ротик. Если вам приглянулись мои игрушки, давайте вязать вместе. Мастер-класс будет состоять из двух частей. В сегодняшнем видео я вам расскажу, какие необходимы материалы и инструменты для вязания игрушек, а также мы с вами свяжем тело и колпачок на примере Деда Мороза. Во второй части мы полностью оформим Деда Мороза и Снегурочку. Ну что, начнем? Для того, чтобы связать Деда Мороза и Снегурочку, нам понадобится 3 вида пряжи. Это хлопок и совсем немного акрила и норки. Для тела и колпака я использую пряжу Yarn Art Ideal. Это стопроцентный хлопок. Метраж 50 грамм на 170 метров. Необходимо 4 цвета. Красный и голубой для одежды и колпака, бежевый для головы и немного белого для вышивания снежинок. Для бороды, обвязки одежды и колпака понадобится немного пряжи норка белого цвета. Это Yarn Art Mink, стопроцентный полиамид, метраж 50 грамм на 75 метров. У тех, кто вязал со мной белую крыску, она должна остаться и сейчас как раз пригодится. Для волос Снегурочки необходима мягкая пряжа. Лучше всего подходит акриловая любого цвета. У меня Снегурочка блондинка, поэтому я взяла желтую пряжу Yarn Art Elite. Это стопроцентный акрил, метраж 100 грамм на 300 метров. Ну и для ротика я буду использовать такую же акриловую пряжу розового цвета. Совсем немного. При этом вязать игрушки я буду крючком 2 мм. Еще нам понадобится картон, который мы уложим на дно игрушки. Берите поплотнее, чтобы он хорошо держал форму. Для глаз я буду использовать полубусины черного цвета с отверстиями для пришивания диаметром 8 мм. Но для этих Деда Мороза и Снегурочки лучше взять глазки поменьше, просто у меня сейчас в наличии нет других размеров. Чтобы их пришить, понадобится обычная швейная игла и нитки черного цвета. Деду Морозу обязательно нужен красный нос. У меня пластиковый носик, купленный в магазине рукоделия. Приклеивать его к игрушке будем клеем Момент Кристалл. Еще нам понадобится ножницы, игла с широким ушком и палочка для набивания наполнителем. А наполнитель у меня синтепух. Итак, приступим. Тело и одежду будем вязать на примере Деда Мороза, поэтому берем пряжу красного цвета, накидываем нить на палец, делаем кольцо амигуруми и набираем одну воздушную петлю. Теперь провязываем 6 столбиков без накида в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета, чтобы не запутаться в подсчете рядов. У нас получился первый ряд. Вяжем второй ряд, 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида.
Третий ряд 12 прибавок. Четвертый ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Пятый ряд 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Шестой ряд 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Седьмой ряд 6 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Восьмой ряд 7 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Девятый ряд будем вязать за задние стенки петель предыдущего ряда или за задние полупетли. Каждая петля имеет 2 стенки: переднюю, которая ближе к нам, и заднюю, которая дальше от нас. Так вот, девятый ряд вяжем только за задние полупетли и делаем 54 столбика без накида. После провязывания 9 ряда у нас получился рубчик. Это видны передние полупетли этого ряда. В дальнейшем, хватаясь за них, мы будем обвязывать Дед Мороза пряжей норка. Вяжем следующий ряд 10. 7 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Я делаю самую обычную убавку. Для этого вставляю крючок в петлю, вытягиваю рабочую нить, вставляю крючок в следующую петлю по ходу вязания, вытягиваю рабочую нить и провязываю все это вместе. Получилась убавка. Продолжаем.
Теперь вяжем 4 ряда по 48 столбиков без накида в каждом. Пятнадцатый ряд. 6 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Дальше вяжем 2 ряда по 42 столбика без накида в каждом. Последний столбик без накида 17 ряда провязываем не до конца, для того, чтобы сменить цвет. Берем пряжу бежевого цвета и ею провязываем этот столбик до конца. Вот мы сменили цвет нити. Красную ниточку можно обрезать. Натянем оба кончика. И вяжем 18 ряд, 42 столбика без накида за задние полупетли уже бежевой пряжей. При этом вот эти 2 хвостика необходимо ввязать. Девятнадцатый ряд, 42 столбика без накида за обе стенки петель предыдущего ряда. Теперь пришло время заняться картоном. Для этого деталь кладем на картон и вырезаем круг диаметром, равным дну игрушки. Вот я уже вырезала такую детальку. Вставляем ее. Обратите внимание, что рубчик из передних полупетель должен находиться не снизу, не на дне игрушки, а сбоку. Вот таким образом. Мы вставили именно сейчас картон, потому что в дальнейшем будет сложно его вставить. Продолжаем вязание. 20 ряд. 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 4 ряда по 36 столбиков без накида в каждом. Двадцать пятый ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз.
Последнюю убавку этого ряда провязываем не до конца, чтобы опять сменить цвет нити. Для этого берем красную ниточку и ею довязываем убавку. Теперь бежевую ниточку можно обрезать. И будем вязать уже красной пряжей. Опять 2 хвостика натягиваем и вяжем 26 ряд, 30 столбиков без накида за задние полупетли. При этом вот эти хвостики опять ввязываем. Дальше вяжем 3 ряда по 30 столбиков без накида в каждом. Тридцатый ряд 8 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 2 ряда по 27 столбиков без накида в каждом. Тридцать третий ряд 7 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Дальше вяжем 2 ряда по 24 столбика без накида в каждом. Сейчас мы немного приостановимся, потому что пришло время набить игрушку. Набиваем наполнителем плотно. Вот я набила игрушку наполнителем. Так она должна выглядеть. Продолжаем вязание. 36 ряд. 6 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 2 ряда по 21 столбику без накида в каждом. Тридцать девятый ряд 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 3 раза.
Дальше вяжем 2 ряда по 18 столбиков без накида в каждом. Сорок второй ряд, 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 2 ряда по 15 столбиков без накида в каждом. Сорок пятый ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Дальше вяжем 2 ряда по 12 столбиков без накида в каждом. Сорок восьмой ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Сорок девятый ряд, 9 столбиков без накида подряд. И последний 50 ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. Все, закончили вязание. Обрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. Вытягиваем нить. В конце у нас осталось отверстие, которое необходимо стянуть. Для этого хвостик вставляем в иглу. И начнем стягивать. Захватываем петельки последнего ряда и хорошо натягиваем нить. Отверстия нет. Теперь можно вынуть нить контрастного цвета. Делаем это с помощью крючка. Ну и теперь займемся колпачком. Мы специально игрушку набивали не до конца. Колпачок у нас полый. Нам необходимо его зафиксировать вот в таком положении. Для этого вводим ниточку в деталь, выводим на несколько рядочков ниже. Сделаем пару стежочков. Сделаем узелочек и спрячем ниточку внутри детали. Обрежем нить. Это у нас будет зад игрушки. Вот это будет перед. Вот таким образом мы с вами связали тело, голову и колпачок. На этом сегодня все. Ну а в следующем видео я вам покажу, как полностью до конца оформить Деда Мороза и Снегурочку. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!